Тельцы, приветствую вас на моем канале. Это ваш гороскоп на май 2026 года. У вас начинается новый личный год. 16 мая новолуние в вашем знаке включает первый дом гороскопа. Вы меняете свою внешность, поведение, решения, свое окружение. Люди начинают видеть вас совершенно по-другому, и вы сами уже не хотите жить как дальше. 18 мая Марс перейдет в ваш знак, и тут вот вы становитесь очень активными, появляется внутренняя сила, уверенность, вы начинаете действовать быстро, без сомнений, вас уже не остановить. И еще у вас начинаются дни рождения, дорогие тельцы, поздравляю вас, празднуйте, отмечайте, загадывайте желания, прописывайте свои цели, мечты на год вперед обязательно, делайте карты желаний. Кстати, я работаю над гайдом по карте желаний. Я ее делаю уже 5 лет, и каждый год у меня сбывается все, что я себе пожелаю, все, что я вклеиваю туда. Но у меня есть своя методика, как запустить карту, что делать, какие практики. И для моих подписчиков в телеграм-канале цена будет очень символическая. Если вы хотите, подписывайтесь. Я оставлю в закрепленном комментарии телеграм-канал. И когда гайд будет готов, первыми узнают о нем мои подписчики в телеграм. Май для вас месяц, который запускает новую жизнь. Вы это почувствуете сразу, с первых дней пойдут события, которые невозможно игнорировать. Весь месяц будет очень эмоциональный, много страсти, напряжения, сильных чувств, но ключ не в эмоциях, а в действиях. И те, кто родился с 24 по 27 апреля, включается для вас трансформация, ситуации будут разворачиваться резко, вопросы работы, карьеры, статуса будут выходить на первый план, может быть увольнение, смена работы, давление от руководства, новая должность, необходимость принять серьезное решение. Вот этот месяц показывает вам будущее, и события мая дают подсказки, куда вы идете дальше и что будет происходить летом и осенью 2027 года. А вторая половина месяца будет уже касаться ваших финансов. Вы начнете по-другому смотреть на доходы, менять работу, искать дополнительные источники, получать неожиданные предложения. Для кого-то из вас, тельцы, это будет очень-очень-очень финансовый месяц. Чтобы этот гороскоп пошел вам в плюс, пишите в комментариях: во благо мне и моей семье, принимая изобилие в свою жизнь. Деньги будут идти через новые решения, риск и через выход из привычного. И делитесь, как у вас прошел апрель. По вашим комментариям я читала, что у многих из вас была апатия, депрессия, меньше хотели общаться, выходить в люди, упадок сил. Сейчас май вернет вам вашу энергию, и вы это почувствуете. Делитесь, что у вас в апреле происходило, пока все планеты шли по знаку Овен. 1 мая происходит полнолуние в знаке Скорпион в вашем 7-м доме гороскопа. Для вас это момент развязки в теме отношений и любых взаимодействий с людьми, где есть договоренности, ожидания и общие планы. Полнолуние не про новое, а про результат. Вы увидите, к чему вы пришли за последние месяцы, особенно если вспомнить период около полугода назад по новолунию в Скорпионе. Это примерно в ноябре, когда запускалась эта история. Сейчас становится понятно, куда все идет и с кем вы идете дальше. События могут идти через партнера, и не всегда все зависит от вас. Человек, напротив, принимает решение, и вам приходится под это подстраиваться. Может быть разговор, после которого вы сближаетесь или переходите на новый уровень, или уже окончательно расходитесь. Вы будете принимать решения в отношениях именно по этому полнолунию. Действовать оно будет еще 2 недели после этой даты. Для кого-то из вас это оформление отношений официально, для кого-то разрыв и четкое определение статуса без подвешенного состояния. Так как тут задействован Скорпион, поднимутся те очень сильные эмоции, ревность, обиды, желание контролировать, страх потерять. Могут скрываться скрытые какие-то тайны, правда, которые раньше не озвучивалось. И это даст ясность, но через напряжение. Вы начнете видеть человека без иллюзий и поймете его реальные намерения. И это касается не только личной жизни, в деловой сфере. Это завершение проекта с партнером, раздел денег, пересмотр условий, процента, выход из сотрудничества или, наоборот, переход на более серьезный уровень с закреплением договоренностей, подписанием контракта, договора какого-то. Возможно, если вы работаете с людьми, проиграется через клиентов, когда приходит результат работы или решение со стороны другого человека. Также это может проявиться через события у вашего партнера, которые напрямую влияют на вас.
К примеру, у него меняется работа, приоритеты, и вам нужно перестраивать свои планы. В таких ситуациях вы почувствуете, что не полностью управляете процессом, но именно через это получаете ответ, куда двигаться дальше. В целом, это полнолуние ставит точку в каком-то этапе отношений, и вы понимаете, что дальше возможно только при каких-то четких договоренностях продолжать эти отношения. Все неустойчивое или неравное, все это выходит наружу и требует определения и решений с вашей стороны. После этого у вас появится ясность, с кем вы идете дальше и на каких условиях. Поэтому первые 2 недели, первая половина месяца мая у вас будет выяснение отношений с кем-то. Если у вас идет раздел имущества, какие-то судебные процессы, то все это в ближайшие 2 недели будет решаться и придет к какому-то логическому завершению. 3 мая Меркурий переходит в ваш знак, ваш первый дом гороскопа. До 17 мая вы входите в период, когда все решается через вас лично, ваши слова, документы и ваши договоренности. После полнолуния вы уже могли получить результат в отношениях, и теперь начинается этап, где нужно это проговаривать и фиксировать документально. Разговоры, которые вы откладывали, будут сейчас происходить. Вы будете ставить свои условия, озвучивать позицию свою, договариваться или окончательно расходиться. Меркурий в первом доме дает много общения. Вам пишут, звонят, приглашают куда-то, могут встречаться люди из прошлого, могут быть повторные переговоры по тем же вопросам, но уже с конкретикой. Вы сами становитесь инициатором разговоров и начинаете управлять ситуацией через слово. Очень тут будет сильно включена тема документов, оформления именно на ваше имя чего-то, подписание договоров, регистрация деятельности, оформление работы, открытие или закрытие ИП, подача заявлений, визы, переездные какие-то документы, права, машина, все, что касается именно бумажек и документов на ваше имя, вы будете решать в мае. Все, что лично с вами связано и с вашим статусом, начнет продвигаться. Могут быть собеседования важные, встречи по работе, обсуждение условий. Вы озвучиваете, на что вы согласны, а на что нет. Тут важно говорить прямо, без ухода от реальности. Вот действительно озвучивать то, что подходит вам. Не стесняйтесь, не бойтесь. Вот именно сейчас по Меркурию в первом доме вас будут слушать и слышать, и будут готовы фиксировать с вами договоренности. Еще это период активных коротких поездок по делам, документам, на встречи, там может быть даже в соседний город. Поездок будет очень много до 17 мая, много передвижений, но все с какой-то практичной целью, да, для чего-то вы это будете делать, конкретно решать какие-то вопросы. Ваше мышление станет более прагматичным, вы будете все считать, сравнивать, просчитывать, выбирать для себя выгодный вариант. Вопросы денег уже начинают проявляться в мыслях, но пока это обсуждение и планирование. Кстати, по Меркурию в первом доме, в вашем знаке, может быть, вы себе присматриваете новый транспорт, будете покупать машину, оформлять ее на свое имя, получать права или продлевать их. Еще важный момент, что все, что вы сейчас скажете, подпишете или обсудите, будет иметь последствия на ближайшие месяцы. Это точка, где вы задаете направление через слова и решения. Если вы молчите, ситуация зависает. Если вы все проговариваете и фиксируете, все начинает продвигаться быстрее. Для тех, кто впервые на моем канале, я делаю личные астрологические разборы в PDF-формате. Пишите мне на электронную почту или в Telegram, Instagram в описании канала. Не под этим видео, именно в описании канала в самом низу есть ссылки. И Telegram-канал свой я оставлю в закрепленном комментарии. Там я пишу про важные астрологические события месяца и какие-то прогнозы, которых нету в YouTube. 5 мая формируется такой напряженный день, сразу несколько аспектов бьют по чувствительным точкам вашего гороскопа и дают как конфликтную динамику. Включается связка 12 и 3 домов и напряжение через Меркурий в первом доме гороскопа. Все это проигрывается через слова, переписки, разговоры и реакцию на информацию. День, когда любое общение может быстро перейти в спор, в скандал. Сказали одно, вас поняли совершенно по-другому, и уже начинается напряжение. Может быть конфликт с партнером после недавних разговоров, когда поднимаются старые претензии. Ситуация с родственниками, где не получается договориться, и каждый тянет в свою сторону. По работе могут быть напряженные переговоры, давление со стороны руководства или клиента. Вас могут ставить в условия какие-то,
неудобные, требовать быстрых решений или критиковать вас, возможны споры из-за денег, обязанностей и сроков. Еще аспект дает конфликт с авторитетным человеком, может быть начальник, старший родственник, отец, муж, жена, человек, от которого что-то зависит. Возникает ощущение давления и желание отстоять себя, но форма может быть слишком резкой. Через 12-й дом могут подниматься какие-то старые обиды, внутреннее напряжение, раздражение, усталость, накопленные эмоции, которые вы долго держали внутри. Все это может выйти через слова и скандалы. В итоге вы можете сказать больше, чем планировали, и пожалеть о сказанном потом. Будьте осторожны. Меркурий в напряжении с Плутоном дает жесткие разговоры, где идет давление, манипуляции, попытка продавить свою позицию. Будут скрываться какие-то детали, информацию, которую от вас держали в стороне. В этот день не стоит назначать какие-то важные переговоры, подписывать документы и принимать окончательные решения. Слишком много эмоций и искаженного восприятия. Лучше отложите и вернитесь к этому попозже. Самое правильное поведение на этот день – не идти в конфликт, даже если вас провоцируют. Держать дистанцию, не отвечать резко, не принимать решения на эмоциях. Тогда вы пройдете этот день без потерь. 14 мая Солнце соединяется с Меркурием в вашем знаке, в вашем первом доме гороскопа. Тут ключевой момент в том, что Меркурий сожжен Солнцем. Логика перегрета, объективность снижается, и вы начинаете принимать решения, исходя из эмоций, своего эго и текущего состояния, а не из реальной выгоды. В первом доме это бьет прямо по вам, вашим решениям, вашему статусу, по тому, как вы о себе заявляете, и возникает ощущение, что вы правы и нужно срочно действовать. И в этот момент чаще всего совершаются ошибки. Вы можете говорить резко, перебивать, не слышать другого человека. Разговоры проходят в формате «я решил и так будет». Из-за этого возможны конфликты или ситуации, где вы сами себе ухудшаете условия. Очень четко может проиграться через документы на ваше имя. Все, что оформляется, требует двойной проверки. Паспорт, регистрация, банковские счета, договора, работа, любые бумаги, финансовые какие-то документы. Есть риск спешки. Подписали, не читая, не уточнили детали, процент, не задали вопрос. Потом приходится переделывать. Может быть, вы приходите оформлять документы, что-то указали неверно, подписываете договор, а потом понимаете, что условия не самые выгодные. Соглашаетесь на работу или оплату какую-то быстро, а потом понимаете, что не все так однозначно. Вы хотели просто побыстрее закрыть вопрос, а на самом деле условия меняются. Еще это день, когда может быть ощущение, что вас недооценивают, не дают нужной реакции, не подтверждают вашу значимость, не хвалят вас. Из-за этого вы можете идти в крайности, или давить и обижаться, или резко реагировать. По финансам тоже очень чувствительная точка, может быть обсуждение оплаты, открытие счетов, любые финансовые договоренности перепроверяйте. Очень легко ошибиться, если действовать на эмоциях. Вообще само соединение дает ясность, но через напряжение. Вы понимаете, что хотите, но форма, в которой вы это реализуете, может быть не самой выгодной. Лучшее решение на этот день не торопиться, перечитывать условия, не принимать окончательное решение сразу после разговора, дать себе время остыть и посмотреть на ситуацию еще раз. Тогда вы сохраните и деньги, и свою позицию. 16 мая происходит новолуние в вашем знаке Тельцы. Для вас это главный день месяца. Тут запускается ваш личный Новый год, новый цикл на ближайшие 12 месяцев. Это не просто настроение что-то поменять, а реальная точка старта. И не упустить ее. Начинайте обязательно в ближайшие 2 недели что-то запускайте, что-то маленькое. Делайте какой-то шаг к реализации своей мечты. Все, что вы закладываете сейчас, начинает разворачиваться в течение года. Очень важно не просто думать, а четко понимать, какую жизнь вы для себя выбираете. Это про ваше тело, ваш внешний вид, поведение, решение, статус. У многих из вас проиграется через какие-то конкретные события. Вы можете резко поменять внешний вид, стрижку, цвет волос, стиль одежды. Начнете заниматься телом, спортом, здоровьем, режимом. Решите, что больше не будете жить по старым правилам и начнете действовать иначе. Для кого-то из тельцов это может быть, не знаю, брак, выйти замуж, женитесь, начнете жить вместе, начинается новая глава вашей жизни. Делитесь, тельцы, какие у вас планы на май, что у вас там будет происходить. Возможно, запуск новой работы, нового направления, нового бизнеса, проекта.
Не всегда прям именно день в день 16 мая, но именно сейчас вы принимаете решение уволиться, сменить сферу, начать свое дело, выйти в новую роль. Это может быть связано с переездом, изменением условий жизни, или пока мысль о переезде, поиск вариантов, разговоры, первые шаги. В отношениях это точка, где вы выбираете себя. Тем более после полнолуния в начале месяца, где вы уже увидели правду, теперь вы решаете, как вам жить дальше. Вы или входите в отношения на новых условиях, или вы вообще выходите из них. Очень сильная тема желаний. Вы начнете понимать, чего вы именно хотите от жизни, а не то, что от вас ждут. И это может быть будет идти вразрез вообще с ожиданиями других людей. Но какая разница, если это ваше желание? Еще это день покупок для себя. Одежда, косметика, вещи, которые меняют ваш внешний образ, ваш имидж или дают ощущение обновления. Важно понимать, что энергия новолуния может быть сначала тихой и не всегда давать действия. Это может быть сначала внутренний какой-то импульс, решение, намерение, которое потом начинает набирать силу. Если вы в этот день четко формулируете, какой вы хотите видеть свою жизнь, вы задаете очень сильный вектор. Дальше события месяца начинают подстраиваться под это решение. 17 мая Меркурий переходит в знак Близнецы в ваш второй дом гороскопа. Все. С второй половины месяца у вас начинается финансовая тема. Доходы, расходы. Будет он находиться до 1 июня в вашем первом доме гороскопа, и это один из самых практичных и денежных периодов месяца. Тема доходов начинает продвигаться через конкретные действия, разговоры и документы. Меркурий управляет вашими финансами как единицами расчета в этот период. Близнецы дают скорость и множественность, поэтому деньги идут не одним потоком, а через несколько источников сразу. Может быть и зарплата, аванс, премия, подработка, разовые выплаты, переводы какие-то онлайн, возврат денег. Это скорее небольшие суммы, но их становится все больше и больше, и они будут приходить к вам чаще, начиная с середины мая. Вы будете активно решать финансовые вопросы, делать переводы, оплачивать счета, закрывать долги, штрафы, возвращать деньги или получать деньги от других людей. Ну, к примеру, там кто-то одалжил у вас деньги, сейчас вам их вернет. Может быть ситуация, когда вам возвращают долг, или вы сами закрываете какие-то обязательства финансовые. Очень четко включается тема банков, может быть открытие нового счета, оформление карты, перевыпуск карты, переключение онлайн-банкинга, смена условий, обсуждение тарифов. Может быть, вы оформляете новую карту, потому что вышли на новую работу, или под другой доход, под другой бизнес еще открываете счет. Еще это период оформления оплат. Договаривайтесь о своей зарплате, обсуждайте процент, фиксируете стоимость своих услуг, подписываете договор труда, может быть, ведете переговоры, где вы пересматриваете условия, выходите на более выгодный вариант. По близнецам могут идти еще подработки, дополнительный доход через знакомых, переписки, быстрые договоренности. Если вы в логистике работаете, работы будет больше. Может быть и разовый заказ, и временная работа, несколько небольших проектов параллельно. Очень вероятны покупки, связанные с повседневной жизнью и коммуникацией. Кто-то из вас, тельцы, будет покупать новый телефон, аксессуары, технику, оплачивать связь, интернет, транспорт. Деньги активно двигаются и приходят и уходят быстрее обычного. Тут оборот будет идти классный. Еще в этот период вы будете много думать о деньгах, считать, планировать, сравнивать варианты, искать, что выгоднее. Может быть, вы планируете какую-то большую покупку и присматриваетесь тут. Может появиться идея, как зарабатывать иначе, и вы сразу начнете ее пробовать. По близнецам, к примеру, через соцсети, онлайн какие-то профессии, вы можете вкладываться в обучение, которое в дальнейшем принесет вам доход. Важно следить внимательно за своими тратами, потому что из-за скорости могут быть ошибки, неправильный перевод, путаница в суммах, забытые платежи. Лучше все перепроверяйте. Если вы активно общаетесь, договариваетесь и не сидите на месте, этот период даст вам реальные деньги не через ожидания, а через движение и контакты. Может быть, вы сейчас идете на собеседование на новую работу или меняете ценник на свои услуги, если работаете на себя. 18 мая один из самых переломных дней месяца, потому что одновременно включаются две ключевые темы вашего гороскопа. Деньги и вы сами, как источник действий. Это дает очень конкретные события, которые невозможно не заметить. В этот день происходит соединение Меркурия с Ураном в вашем
втором доме гороскопа в знаке Близнецы. Это резкий разворот в финансовой теме, когда привычная схема дохода или расходов начинает давать сбой и требует обновления. Неспокойный день, момент, когда вы начнете по-другому смотреть на свои деньги, на то, как вы зарабатываете, насколько вы вообще финансово самостоятельны. Могут быть неожиданные траты, расходы, может быть неожиданные новости или ситуация какая-то, может прийти сообщение по работе или финансам, которого вы не ждали, штраф какой-то, предложение подработки, новый клиент, быстрый заказ, разговор о деньгах, который резко меняет условия. Может быть переписка или звонок, после которого вы понимаете, что ситуация по финансам уже не будет прежней. Это может быть связано и с банками, звонок из банка, с переводами какими-то. Вы заходите в приложение, к примеру, видите какое-то поступление неожиданно, на которое не рассчитывали. Или вы вместо того, чтобы отправить, к примеру, $100, нечаянно нажали еще 2 лишних нуля и перевели сумму на какой-то счет. Может быть, вы перепутали номер счета, не туда перевели деньги. Будьте осторожны. Могут быть задержки, перенос выплат, вам придется быстро перестраиваться. И вы, к примеру, ждали зарплату 18 мая, у вас были планы, а там какие-то задержки, ее перечислят на неделю позже. Какие-то перерасчеты, неожиданные траты, которые будут требовать срочного решения от вас. Кстати, Уран же перешел в ваш второй дом гороскопа на ближайшие 7 лет. Пишите, кто почувствовал переход Урана в конце апреля, какие у вас там события по доходам, по работе, по источнику. Может быть, вы работали в найме, теперь переходите, будете работать на себя, или у вас несколько источников дохода. Делитесь, что у вас там с финансами уже происходит, тельцы. И 18 мая может вам прийти какая-то идея, которая сначала кажется странной, но именно она показывает вам новый способ заработка. Вы можете резко понять, что текущая работа или доход больше вас не устраивают, и увидеть вариант, которым можно заработать иначе. Или вам подруга, знакомый, друг предложит вам какую-то работу, подработку, и вы этим загоритесь. Что-то неожиданное. Может даже, как я сказала, сначала странно покажется, но потом будет перспективным. Может быть мысль о смене формата работы, переходе на другой график, запуск какого-то проекта, подключение дополнительного дохода. И параллельно в этот же день Марс переходит в ваш первый дом гороскопа и будет там до 28 июня. Это дает вам мощный энергетический толчок. Вы начинаете чувствовать внутреннюю силу, желание действовать. Если раньше вы откладывали решение, то сейчас появляется состояние, когда вы больше не можете сидеть на месте. Вы начинаете активно писать, звонить, договариваться, искать варианты, брать на себя больше задач. Это может проявиться в конкретных действиях. Вы начнете решать вопрос с работой, откликаться на предложения, будете наводить порядок в делах, у вас будет больше энергии, вы будете выходить на переговоры какие-то. Может быть, будете уходить в бытовые вещи, ремонт начнете. Будете, не знаю, выбрасывать хлам из дома, организовывать свое пространство. Но даже тут вы будете действовать быстро и целенаправленно. Марс в вашем знаке дает не просто энергию, а упорство и выносливость. Это не вспышка, а длительное состояние, когда вы идете до результата и не отступаете. Вы становитесь жестче в своих решениях, увереннее в себе и меньше зависите от мнения других людей. Еще Марс в вашем знаке может дать проявление через землю, тело или физический труд. У многих из вас может проиграться так, что вы захотите заниматься своим участком, огородом, цветами, пересаживать, что-то сажать, приводить в порядок землю. Особенно если вы, к примеру, на пенсии, что часто мне пишут в комментариях, почему я не даю прогнозы для тех, кто не работает. Может, вы захотите что-то построить, улучшить в доме, вокруг него обустроить территорию. Особенно те, кто живут за городом, или если вы связаны как-то с землей. Может быть период активной работы на участке, когда появляется энергия, желание все делать.
Если вы в городе живете, может быть какие-то бытовые задачи, ремонт, наведение порядка, покупки для дома, обустройство пространства, там новый стол, полку, еще что-то будете собирать. И в работе это тоже та же энергия будет, только в финансах. Вы начнете больше вкладываться физически и по времени, активнее работать, запускать проекты, пробовать бизнес, брать на себя больше задач, чтобы увеличить свой доход. Конкретные действия и результат, когда вы не ждете, а делаете и видите отдачу. 19 мая Венера переходит в знак Рака, в ваш третий дом гороскопа. До этого она была во втором доме гороскопа и с конца апреля могла приносить вам увеличение дохода. Пишите, делитесь, тельцы. У вас май вообще должен быть очень денежным месяцем. 19 мая она переходит в ваш третий дом гороскопа, и это разворот в повседневной жизни, который вы почувствуете через общение, дорогу и ближайшее окружение. Венера в Раке дает эмоциональный комфорт, желание близости, поддержки и включения семейных тем. А третий дом запускает это через разговоры, встречи, звонки, переписки, короткие поездки. Вы начнете больше общаться с близкими людьми, больше разговоров там с сестрой, мамой, подругой, родственницей, где вы будете обсуждать личные вопросы, семьи, денег, переезда, работы. Вот именно через такие разговоры вы можете получить решения, которые раньше не приходили. Кто-то из близких может вам предложить свою помощь, подсказать вариант или вовлечься в вашу ситуацию. Это напрямую будет влиять на ваши планы. Могут возвращаться люди из прошлого, переписки, сообщения от бывших коллег, подруг, случайный звонок, встреча в дороге. И это не просто общение, а ради общения. Через этих людей открываются новые возможности. Кто-то вам даст информацию, кто-то предложит работу, кто-то вернется в личную жизнь. Третий дом – это еще дорога, и тут вы почувствуете облегчение. Может меняться ваш маршрут ежедневный, транспорт может улучшиться, или сам формат передвижения. Вам станет комфортнее ездить на работу, добираться с работы до дома. Будет удобнее, будет меньше раздражать. Может, вы пересаживаетесь на более комфортный вариант, начинаете чаще ездить по приятным поводам. Очень часто еще этот транзит Венеры по третьему дому может давать приятные повседневные покупки. Наушники, технику, телефон, что-то для машины, что-то для комфорта в дороге, для общения. Вы начинаете вкладываться в то, что делает вашу жизнь удобнее каждый день. В деловой сфере включаются мягкие договоренности, переговоры будут идти легче, будет больше комфорта в разговорах, в переписках, в личных контактах. Вы можете договориться там, где раньше было сложно. Часто могут быть какие-то небольшие сделки, подработки, предложения, которые приходят через знакомых или где-то через интернет, информацию какую-то вы находите, объявление какое-то. Появится больше флирта через общение, легкие встречи, интерес со стороны человека из вашего окружения. Не сразу серьезные отношения, но контакт, который быстро становится теплым и затягивает. Может быть, знакомство в соцсетях, в интернете. Еще это период хороших новостей. Вы можете получать какие-то ответы, подтверждения, сообщения. Могут приходить посылки какие-то приятные. Что еще? Могут быть сообщения, которые снимают напряжение, дают ощущение, что все начинает складываться отлично в вашу пользу. И этот транзит работает именно через мелочи, но именно они дают результат. Один разговор, одна встреча, одна поездка, одно какое-то объявление, информация какая-то могут изменить ваши планы и привести вас к финансам, работе или отношениям. Если вы в контакте с людьми не закрываетесь, события начнут складываться в вашу пользу. 21 мая Солнце переходит в знак Близнецы, в ваш второй дом гороскопа, и с этого момента на целый месяц у вас включается фокус на деньгах и всем, что с ними связано. Это постоянное внимание к теме дохода, расходов, накопления и того, на чем вы реально стоите. Вы начинаете считать, планировать, пересматривать свои финансовые привычки. Многих из вас проиграется через конкретные действия оформления или переоформления банковских счетов, открытие новых карт, разбор платежей, настройка переводов, обсуждение зарплаты или условий оплаты. Еще это период, когда вы начинаете искать дополнительные источники дохода, думать, как зарабатывать больше или по-другому. Если до этого времени вы искали работу, то после 21 мая вы ее можете найти или вам придет первая зарплата, выплата какая-то, будет больше движения в финансах. А 22 мая Солнце соединяется с Ураном в вашем втором доме гороскопа. И это ключевая точка в финансах, которая запускает новую линию на годы вперед, на ближайшие 7 лет.
Момент, когда привычная система денег начинает трещать и требует обновления. Может быть событие резкое или какое-то внутреннее решение. Там, к примеру, вы понимаете, что текущая работа больше не дает нужного дохода, резко увольняетесь, хлопаете дверью или вас увольняют. Приходит идея, как зарабатывать иначе. Может появиться неожиданное предложение, финансовое, выгодное какое-то, новый формат работы, нестандартный источник дохода. Может проиграться через резкие траты, нестабильность, когда вы будете вынуждены менять подход к деньгам. В этот день важно ловить идеи, не игнорировать сигналы, потому что именно они показывают, куда вам двигаться дальше в финансовом плане, особенно с Ураном в вашем втором доме гороскопа в ближайшие 7 лет. Тут могут быть первые звоночки. А 25 мая Солнце окажется между кармическими узлами, и Меркурий будет делать напряженный аспект к черной Луне. День, когда тема финансов может давать напряжение, возможны споры из-за денег, конфликты, разговоры о долгах, обязательствах, регулярных платежах, где возникает разногласия. И это может проиграться через траты на детей, развлечения или вещи, которые вы не планировали покупать. Может какая-то импульсивная трата. Может дать ощущение, что деньги уходят быстрее, чем приходят, и это вызывает у вас раздражение. Возможно, в этот день какие-то важные финансовые события. Главное, не принимайте решений на эмоции и не ввязывайтесь в конфликты из-за денег. А 26 мая Солнце уже будет делать гармоничный аспект к Плутону и даст вам возможность усилить свое положение через работу и финансы. День, когда можно получить хорошую должность, повышение в зарплате, результат от того, что вы начали раньше, ускорение в делах, подтверждение договоренности, может выплата по контракту или выплата, наконец-то вы закончили какой-то проект, и какая-то сумма денег большая вам пришла, выход на более сильную позицию. Возможно, разговор с руководством, получение какого-то предложения выгодного, усиление вашего статуса или влияния на работе. По деньгам может дать рост, если вы действуете, а не сидите на месте. Но тем, кто родился с 24 по 27 апреля, нужно быть аккуратнее. В этот день может быть перегрузка, давление или напряжение в отношениях с важными авторитетными людьми, может быть, с госструктурами, с начальством, поэтому лучше не идти в крайности. 31 мая происходит второе полнолуние месяца в знаке Стрелец в вашем 8 доме гороскопа. Момент, когда тема общих финансов, обязательств и финансовых договоренностей выходит на финальную точку и становится максимально конкретной и оформленной на документах. Это не размышления, а факты и реальные движения денежные. В первую очередь может проявиться через кредитные и банковские истории, закрытие или оформление кредита, ипотечные решения, пересмотр условий по займам, подписание графиков платежей, внесение крупных сумм, перерасчет процентов. В этот период вы четко увидите, сколько и кому вы должны или сколько должны вам, и будете фиксировать это через официальные документы. Второе направление – юридические официальные структуры, подписание контракта, договора, работа с нотариальными документами, оформление наследства, страховые выплаты, налоговые вопросы, государственные начисления или перерасчеты. Все, что связано с системой и законом, получает финальную форму или решение. Особенно если вы живете за границей, может быть возврат налогов, оформление новой страховой и любые финансовые вопросы с государством. Третье – это масштабные финансовые взаимодействия, инвестиции крупные, совместные проекты, деньги через бизнес или партнерство, крупные закупки, вложения в недвижимость, бизнес, распределение прибыли. Тут будет фиксация условий, кто сколько вкладывает, как распределяются деньги и проценты, и какие обязательства у каждой стороны. Еще это может затрагивать иностранные компании или связи на расстоянии, переводы из-за границы, работа с международными организациями, с людьми из разных стран, расчеты в валюте, документы через иностранные структуры, все, что связано с другим уровнем системы и не только локальными деньгами. В этот день могут подниматься темы алиментов, долгов между вами и другим человеком, совместный бюджет в отношениях, будет обсуждаться, кто за что отвечает, как распределяются расходы, какие обязательства остаются. И это станет конкретным оформлением без неопределенности. Тут вы уже все будете на бумаге оформлять в ближайшие 2 недели после этого полнолуния. Еще очень важный момент – это могут быть крупные разовые финансовые события. Поступление какого-то крупного платежа,
страховой выплаты, компенсации, возврат какой-то, закрытие старых финансовых вопросов, которые тянулись длительное время. Это полнолуние дает итог, вы четко поймете, на каких условиях вы живете финансово с другими людьми и структурами. И все, что было размыто, станет оформленным, зафиксированным и понятным. И дальше уже будет легче работать по новым правилам. Также у меня на канале есть годовые прогнозы. Прогноз на 2026 год по каждому месяцу. Плейлист я оставлю в описании под этим видео. И есть отдельные видео для каждого знака, что принесет Уран в ближайшие 7 лет. Все ссылки оставлю в описании под видео. Вот таким вот будет с астрологической точки зрения для вас май месяц, дорогие тельцы. Пишите, делитесь, что у вас происходит, какие у вас планы. И я желаю вам удачного, счастливого месяца. До следующих гороскопов. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк.